Давайте без прелюдий начнем. Загрузил я 2 видеоролика на этот замечательный YouTube канал. И появилось немало диванных экспертов, которые даже внимания не обратили, что так-то прошло 6 лет. Давайте я тогда поясню за War Thunder, за самолеты. Возьму я специально для диванных экспертов. Смотрите внимательно, вдруг я где-то что-то не так буду делать, вы мне на место-то меня заткнете, поставите, вы-то ж всяко разно лучше меня разбираетесь. Вот. Беру я вот этот самолет. Почему именно его? Потому что в свое время они на одном и том же ранге находились. Хотя сейчас, вот видите, тут этот, к примеру, 3,7. Поэтому плюс-минус где-то так же. Так как 109 именно такого нету, чуть повыше возьму. Хотя тот вот, который в том видеоролике, не поленюсь, я вам сейчас покажу. Он, получается, у нас находится. Вот он, да. Чуть повыше пойдем. Короче говоря, ничего страшного. И посмотрим, что за эти бои я покажу. Начнем мы, наверное, с японцев. Япония мне как-то поближе. Я до сих пор не понимаю, зачем эти 2 ролика набрали так много просмотров. Ну вот набирали ролики по 100 просмотров, и все хорошо было. Нет, куча народу набежала. Стали мне рассказывать про кто я такой, про вот эти вот все мои способности, оскорблять меня, родителей и в совокупности всех, кто играет на самолетах в аркаду, хотя там совместный бой был, да. Пришлось специально скачать War Thunder, даже управление, по-моему, стоковое. И для адекватных людей, чтобы их ценное время не тратить, я вам расскажу. Начнем с того, что видеоролик 6-летней давности. То есть загрузил-то я, конечно, в этом году, но так-то это 6 лет прошло. И на тот момент я в РБ бои не играл в принципе. Не то чтобы как бы в самолетах. На самолетах я тогда исключительно играл, как вот, знаете, как бонус на танке выехал в аркаде, и можно на самолете что-то по приколу полетать. Как пули летали, чего там, какие маркеры. Я на это внимание не обращал. Прошло 6 лет. Я сейчас в аркаде не играю, особенно в самолетной. Это просто меня увольте. Самое последнее дело, что я буду делать, это в самолетной аркаде играть. Тупой бесящий режим, где можно поделить команду на 2 типа. Пару киберспортсменов, которые по краю карты где-то там залетают, набирают овер до хера высоты и висят над вражеским респом. Все, вот они, как бы весь у них геймплей. Аннигилируют команду. Твои тиммейты раз за разом респятся вот для таких вот чудаков, да, которые вот только так вот научились играть. Вот они 100-500 тысяч боев таким образом набрали. Вот, и только они, я не знаю, смотришь, у него 30 тысяч там, может быть даже больше боев. Вот у него весь геймплей в этом состоит. Он только в аркаду играет. Исключительно в атаку он не играет. Молодец, красавчик. Думаешь, блин, ты еще и девушки там попадаются. Думаешь, зачем ты в это играешь? Куда ты тратишь свою жизнь?
Чтобы что тебе? Зачем это тебе надо? Ты скажи. Ты на улицу выйди, ты, не знаю, ты на работу, может быть, ходишь? Нет, ты чем ты занимаешься? Зачем ты убиваешь на это жизнь? Вот он, это самое, над респом вражеским зависает. Вот ему прикольно. Меня нет слов. И вот такие киберспортсмены есть. Другие киберспортсмены, вот эти диванные эксперты, которые обычно мне в комментариях встречаются, как играют. Их один раз сбили, все, они вышли из боя. А как там, кто там, что там будет побеждать, ну это их проблемы. Все. Он статист, он всем потом будет в комментариях доказывать таким образом. Ему не важен результат команды, он на свой результат борется. И потом вот такой мы веселой компанией, и первые, и вторые, вдруг встретились неожиданно в моем ролике. Как тесен мир. Как тесен мир, оказывается. Нет, я не буду всех, как говорится, одним покрывалом накрывать, да, там то, что там и нормальные люди были, что типа, ну вот ты не так стреляешь, ты тут, и кружочек этот не так работает, и вот что-то вот такое они говорили. Были и такие люди. Ну, 80% просто какие-то отбитые подпивасники и токсики были. Просто они какую-то половина комментариев, они просто были нецензурные. И такое ощущение было, что вот сплошь и рядом киберспортсмены. Сплошь и рядом киберспортсмены были, вот, которые, вот только почему-то, когда в аркаду в самолетную я изредка, но заходил, да, вот как-то, чтобы какие-то маленькие самолеты выкачать. Почему-то все было по-другому. Мы раз за разом просирали. Почему это интересно? Когда вот куда ни плюнь, в киберспортсмена попадешь. Как так получается? Вот непонятно. Непонятно почему-то. Берешь какой-нибудь пари на победы. Зачем ты заходишь в аркаду, и там вот голимые киберспортсмены, только зря пари сливаешь. Особенно в танках. В самолетах не знаю. Я там в аркаду 6 лет и не играю. Я уж лучше в ФБ зайду, чем в аркаде деградировать. Внимание на обозначенный сектор! Я, конечно, могу ошибаться, но когда что-то там по факту предъявляешь, что-то там по стрельбе, какие-то, знаете, какие-то результаты показываешь, обычно эти все киберспортсмены резко куда-то там обнуляются, их резко нет, да, как бы, ну, им же свое экспертное мнение надо высказать, да, когда вот сами бы что-то вот показывали. Сколько раз у меня были такие ситуации, когда я вот с рандомным чуваком оставался вдвоем, и мы героически превозмогали, побеждали
вражескую команду. Почему такие ситуации случаются? Потому что вот такие псевдоэксперты из комментариев, они разом обнуляются. Одного сбили, второй раз сбился, третий сбил четвертого зачем-то, потому что тот у него там не так летел, у него какие-то картинки не те были. Любая рандомная причина. Пятый с шестым друг друга врезались. Седьмой с восьмым были на бомбардировщиках, они отбомбились, и все, как бы им дальше пофигу. Хоть трава не расти, их оперативненько сбили. В результате мы с рандомным чуваком остаемся вдвоем, против нас 6-5 человек, и вот мы должны вот как-то героически всех остальных сбить. И у нас уже там по пару фрагов и так есть. Все, они вышли из боя. Дальше наши проблемы. А если вот так вот прямо чуть больше вспоминать, так у меня раз 10 такое было, когда я вообще последний выживший был. Ну, в танках поменьше, может быть там пару раз всего. Вот тот, кто долго подписан на мой канал и смотрел мои стримы по War Thunder, вот те вспомнят, да, то, что такие бои очень часто были, особенно когда какие-нибудь очередные балансы техники, кого-то куда-то там отбалансировал, вот, и стабильно вот такое. Ну и потом боя 2, наверное, мы проведем на этом самом, на 109-м. Походу весело будет. Ну чё, эксперты, вы где? Как вам? Я по кружочку-то попадаю или как? Или что? Вопросы есть еще какие-то у кого-то? Дальше идем, да? Что-то как-то попадаю, по-моему, по кружочку. Но вы не переживайте, я там так смонтирую, что как будто бы я промахивался. Внимание на карту. Вот он. Вот они, Внимание на карту! диванные эксперты из комментариев. Вот плюс-минус вот так они взлетают. Киберспортсмены диванные, вот они. Типичный вот представитель. Вот так вот он залетает на вот этом самолете. Ну да, ну да. И комментарии же такие типичного скилловика. Легко же писать, да, а взлетать-то уже труднее на самолете. Это надо, чтобы руки из того места были. Я думаю, вклею куда-нибудь там это самое. В конец или в начало.
Наша победа близка. Блин. Несу к базе! Улетит, не улетит? Я думаю, улетит. Пойдем вот это все перехватывать. Вот этого. Только помедленнее вот им займемся. Там по своим делам рыпаться. Это наш клиент. Блин, вдвоем-то они его. Вся этот F8 не маневренная шняга. О, блин, нихер здоровенный. Я уж думал пассажирский. Обратно я могу уже не долететь. Мы впереди! Так, ладно. Я, в принципе, молодец, на первом месте. Двоих сбил. Бой мы тоже добавим в избранные. Так. У них остался бомбардировщик и какой-то чушпан. Вот он летит. Я могу я, кстати, могу пофигу. Обратно я могу не возвращаться. Могу просто сейчас на этого пойти и все. И меня запомнят героем. В принципе. Ну. Чтоб уж 2 раза не летать за ним, да, и вот это вот все, да. Я промазал. Не, я догорю. Ну и он тоже догорел. Поэтому как бы нормально разменялись. Меня уже это самое, пушка заклинила. 3 сбил. Все, вот такой у нас бой образовался. Я думаю, мы тут определенно выиграем. Остался один человек. Еще немного усилий, и победа в наших руках. У них в команде. Так. Приказ. Вот он, кстати говоря. Ну-ка, на кого-нибудь переключимся. Фаер. Плохо. Фаер патронов только
мало. Это его не видит или не обращает внимания. И еще, знаете, бывает такая ситуация, да, ты для команды сделал все, сбил всех, остается один какой-то клоун в вражеской команде. И твои союзники, естественно, сливают бой. Когда остается вот всего ничего. Но я думаю, тут уже хвала яйцам. Победа. Потому что я не знаю, как тут можно было проиграть. Я вот троих сбил. 6 на 6 играли. Для тех этих диванных экспертов, вот этих вот киберспортсменов, которые мне всякую вот парашу там писали в комментариях. Вот он, вот им, собственно. По кружочку, да ты... Во! Вопросы есть? И перед тем, как что-то писать, банально, русский-то алфавит вспомните, прочитайте название. Все. На этом все.